Вот знаете, когда я говорю, что мы тестируем много HDMI кабелей, то мы их действительно много тестируем. И этих кабелей у меня разных фирм, начиная от самых дешевых, заканчивая самых дорогих, очень и очень много. При том, что мы имеем опыт хорошего тестирования и как бы можем посоветовать хороший HDMI кабель в 2026 году. При этом у нас здесь есть как старички с сертификацией, как, например, Югринчик вот этот вот, так и восходящие звезды вот по типу Машу 8К, которые тоже имеют вот такую вот ультра high speed сертификацию. Это именно этикетка сертификата. Но при этом они тоже такие любят пошельмовать, потому что на одном Машу есть наклейка, а на другом нет. Но мы вот специально и тестируем для того, чтобы вас предостеречь от неправильных покупок и, конечно, направить в правильное русло. Короче, сейчас мы с вами переходим, посмотрим все кабели, которые мы тестировали, которые мы рекомендуем. Конечно же, покажем вам, как мы тестируем, и покажем, если нас что-то не устраивает, там буквально один единичный случай, почему вот этот вот Машу, мы будем показывать лучше. Будем показывать лучше, мы не будем останавливаться на плохих кабелях, но вот покажем именно лучшие кабели для вас в 2026 году на канале Технозон. Подписались, ссылки в описании под видео. Поехали! Добрались до HDMI кабелей. Короче, смотрите, вы сейчас на экранчике видите спецификации по кабелям, и именно почему я вот с этого хочу начать, потому что ссылки на все кабели в описании под видео, и подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но не об этом речь. Дело в том, что какие кабели мы сейчас рассматриваем с учетом развития Dolby Vision контента, 4К, 8К контента, ну 8К еще пока рано говорить, но 4К 120 Гц, допустим, разрешению уже вполне спокойно можно говорить. И тут имеется в виду, что существуют разные спецификации, которые нас уже не интересуют. HDMI стандарт автоматив, HDMI стандарт это то, что мы не берем, HDMI стандарт with Ethernet, если вы видите такие наклейки или где-то в магазине, тоже не берем. Дальше HDMI High Speed и HDMI High Speed with Ethernet мы не берем, потому что это по факту максимум до 18 гигабит. Это нас не интересует. И то же самое HDMI Premium. Если вы, допустим, видите вот такую наклейку HDMI Premium и думаете, что это прям вот какой-то топ-топ-топ, нет. К сожалению, HDMI Premium это идет разговор всего лишь про 4К 60 Гц максимальные 18 гигабитные кабели. И то это максимум, и то не факт, что они наберут. Хотя если премиум, то там дополнительное тестирование. То есть гарант 18 гигабит будет. Нас интересует наклейка именно вот такая вот зеленая. Вот такая вот зеленая наклейка. И некоторые кабели из этого топа, они имеют эту наклейку зеленую. Это конкретная сертификация. Вот, мы пока не берем Ультра 96, потому что это конкретно дорогие кабели, и они, честно говоря, вот пока что не нужны. HDMI 2.2 спецификации нет. И через сколько она появится в телевизорах, да и вообще нужна ли она при текущем развитии контента, абсолютно непонятно. Возможно, какой-нибудь будет промышленно-отраслевой стандарт. Потому что вот Ультра High Speed это самый топ, который сейчас нужно брать. Давайте начнем с того, как мы тестируем кабели. Также проходит тестирование этих самых кабелей. Я вам показываю. У меня есть доктор HDMI 8К. У меня есть Аркана. Аркана фактически скейлит. Доктор HDMI нам подсовывает для устройства максимальную скорость, которую можем обеспечить, потому что все-таки HDMI это про скорость, а не про разрешение. Здесь 17,8 гигабит, ну мы сейчас тестируем конкретно Audio Quest для общей базы, 17,8 гигабит. При том, что если вы думаете, что это не меняется, в зависимости от различного разрешения, мы можем давать на него различную скорость, мы для него даем максимальную сейчас, то есть это 4К 60 FPS с Dolby Vision. То есть если сейчас, например, вот включил Dolby Atmos, Dolby True HD ролик в LLDV, я вижу, что у нас LLDV 4К 60, 17,8. Здесь мы видим все нормально, 12 бит, и мы просто-напросто следим, есть ли у нас пропадание, есть ли у нас здесь окей по сигналу, вот так вот будет, наверное, виднее, то есть у нас здесь окей, пропадания изображения нет, все, тест, кабель проходит, и так он проигрывает минут 10-15, обязательно мы смотрим на прогревы, то есть если большое внутреннее сопротивление у этого кабеля, все нормально, на максимальном
максимальной скорости, допустим, тот же самый AudioQuest выходит. Но, например, вот этот вот Ugreen, он сертифицирован вообще под 2.1, да, там, вернее, под Ultra High Speed, эти все сертификаты, и он совсем другие скорости, он до 48 гигабит на FRL 6 может работать. Поэтому это все очень дорого на самом деле, протестировать кабели просто так не так-то просто. Вот эта штука, например, стоит там $300, по-моему, вот эта что-то 400 или 450, то есть это Arcana 8K последняя, чтобы вы понимали. Это не просто Arcana, это Arcana вторая, да, это вторая Arcana с поддержкой VRR. И вот такие вот моменты мы вот так вот и тестируем. Вы поняли, да? И мы начинаем дальше с хороших кабелей. С хороших кабелей, потому что я начну с первого места, это Ugreen, Zinc Alloy. У меня конкретно это самый топовый. Они сейчас в дефиците, потому что их разгребают. Это конкретный кабель, который имеет вот эту вот зеленую наклейку сертификат. Он стоит $15, двухметровый. Вы его сейчас видите, я конкретно таким пользуюсь. И если вы его где-то можете купить, то покупайте смело. Это вообще самый топ кабель, который я вот сейчас использую. Да, несомненно, можно использовать, например, у меня есть кабели AudioQuest. Но там цена за 100 евро, там вообще Unreal цены. Чтобы вы понимали, хотя это реальные топ кабели. Я никогда не скажу, что AudioQuest плохие кабели. Они направленные, охренительные. Но тут у нас вот есть вот такой вот интересный момент с этим кабелем. Его мало сейчас, его разгребают. Что еще на первом месте? У нас на первом месте есть вот такой вот Ugreen 8K. Он отвечает спецификации, но зеленой наклейки не имеет. Вот этот вообще топчик, я тоже использую вот такой вот кабель, 4К 120 Гц, 4К 60 Гц, отличный, это то, что мы тестировали, и этот кабель тоже кабель must have. Это все на первом месте, 4 кабеля и один кабель must have, который я использую вот отдельно, он у меня конкретно в моей студии стоит на мониторе. Конкретно этот зеленый кабель я использую уже больше 2 лет, с момента первого видео, когда я про кабели показывал, и он стоит двухметровый $11, недешево, но он чуть тоньше, чем другие, но при этом не уступает качеству. Отличный кабель. А вы сейчас вот смотрите вот на первое место и говорите: слушай, Бабл, но у меня там с приставкой пришел или там с какой-то консолью пришел черный кабель. А вот как ты можешь сказать, вот какие симптомы? Имеется в виду симптомы того, что он плохой. А я вам скажу, зачастую у вас на очень высоких разрешениях может появиться следующая ситуация. Причина именно вот такая вот. Как же выглядит тестирование плохих кабелей? Ну вот вы сейчас видите 17,8 гигабит или гигабит на черном кабеле. Он вроде бы показывает HDR+. Ну у нас вот он сейчас покажет. Не покажет, у нас пропал, и он падает в ноль по своей скорости, то есть фактически теряя сигнал, он не вытягивает такую скорость. Подожди, а что ты все? Он же проехал. Вот опять включился. И смотрите, 17,8. То есть он вроде бы сейчас номинально, если что-то начать воспроизводить, сейчас мы его переподключим, и он нам покажет тестовую скорость, какую он держит реально, максимально. Сейчас мы подключим, сейчас вы увидите. 17,8 при воспроизведении. Это он сейчас воспроизводит. Давайте в меню выйдем. Потому что он в меню должен нам показать какую-то реальную скорость. И мы видим, что он показывает 11,1. Это его реальная пропускная способность. Кабель полная гадость. Увидели? Вот так вот. Вот так вот. И плохой кабель видно сразу, когда там говорят: у меня ребит, у меня изображение плохое, у меня звук не пробрасывается, у меня там еще чего-то. Такое тоже бывает. У меня моргает, у меня там, допустим, там цвета искажает. И в этом всем может быть вина кабеля. Вина кабеля. Теперь дальше. Второе место. Второе место это Mashu HDMI. Вот он. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот он конкретно Mashu HDMI. Он стоит дорого. Это конкретно 48-гиговый. Вот он, видите? Давайте так, чтобы пересвета не было. 48-гиговый вот такой вот кабель. Я его сейчас использую. И он точно так же, как и другие кабели, имеет зеленую наклейку Ultra High Speed HDMI. На нем есть QR-код, который мы проверяли, и он реально проходил сертификацию. Мы его тестировали, и он отличный. Этот кабель просто топовый. Также вот этот вот кабель Mashu 2 отличный тоже, он не имеет наклейки, но не берите 0,25 метра. По 0,25 метра у нас были проблемы. Вот он конкретно у меня, там идет вот этот вот, смотрите, апгрейд. Он у меня, вот он лежит. Чуть-чуть в пересвет уходит. Да, вот он у меня есть этот кабель.
Я вам скажу так, что мы проводили его тестирование, у нас были некоторые моменты, но он не сертифицирован. При том, что 2-метровый и метровый прошли идеально. Возможно, какой-то брак конкретно этого устройства, но я вас должен предупредить. Ну вот касательно вот этого Машу 8К, идеал, просто идеал с ультра хай-спидом. Поэтому вот первые два места, это первое место, это второе место, это прям идеал, который можно брать, несмотря на цену. Хотите что-то подешевле? Да, есть качественные кабели подешевле. Базеусы или бейзосы, как их называют, они стоят действительно недорого. Они не сертифицированы, но отвечают сертификату. И за 5.27 у меня тоже есть эти кабели, они чуть в другом цвете, но это они же. Я их использовал достаточно долго. Вам нужен конкретно не вот этот вот, а вот этот. И тут вот сразу у вас может напроситься вопрос, какой же кабель брать по длине. Я вам объясню. Нормальная длина кабеля до 5 метров. До 5 метров эти кабели будут работать без какого-либо падения при создании дополнительного сопротивления. От 5 до 10 метров нужно использовать активные кабели с чипами АВГ, есть такие, но они очень редки, стоят нереальных денег, они даже зачастую дороже, чем фиберкабели. А фиберкабели это уже оптика. Оптика это выше, допустим, тех же самых 10-15 метров, до 100 метров можно делать, но они однонаправленные, поэтому есть как есть. До 5 метров стандартные кабели можете брать. Если вам нужно объединить два небольших кабеля по 2 метра, то можете использовать соединители югриновские, тоже закину вам в описании под видео. Вот это уже такое дело. Это третье место. Шикарный кабель, прошел тесты на ура. Vention 8K. Советую сразу брать. Он чуть дороже, чем, допустим, тот же самый Bezos. Vention 8K советую брать Sync Alloy. Их тут, ну, вот этот вот можно удалить, он задублировался. Vention у меня были разные. Зеленые, честно скажу, не зашли из-за дизайна, из-за вот этой вот оплетки. Там чуть-чуть толстоватый коннектор. По качеству такой же, как вот этот с цинковым покрытием. Он таким, знаете, металлический коннектор, как и вот этот вот, это конкретно HDMI 2.1 кабель, хотя тут же не про 2.1 идет речь самого кабеля, а о 2.1 интерфейса, до 4К 120 Гц, 8К 60 Гц, 48 гигабит, и это конкретно цинк Alloy с конкретным коннектором из цинка. 2-метровый стоит, кстати, 13,58, и Vention прям вот классное качество, но поверьте, Ugreen будет поинтереснее. Это то, что касаемо у нас 4-го места. 5-е место FSU. FSU 2 типа, у меня они есть, ну, если вы хотите, берите темные, берите светлые, они примерно одинаковые. Небольшая разница в материалах отделки, это все тот же самый стародавний классный кабель FSU, немножко слабее качество в плане того, что у вас может начать кошлатиться сама по себе оплетка, она здесь тряпичная, у вас могут просто-напросто браться на излом через год, через два при активном использовании вот эти вот коннекторы, но в целом кабель топовый и проходит все тесты на скорость и на все остальное. Есть у нас вне топ вот такой вот Xiaomi, и он как бы, ну, совсем дешевый, 4,99, но я вам скажу, у меня из 3 таких кабелей один не поднялся выше 17 гигабит на тестах в 4К 120 Гц. Тут есть как есть. Для 4К 60 FPS он отлично работает, но это вот полный вне топ. А так я вам скажу, топ я вам представил, решать вам, выбирать вам. Хотите, читайте, изучайте, но мы с этим сталкиваемся каждый день. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.